Расскажите, пожалуйста, собственно говоря, о причине сегодняшнего визита. Что, собственно говоря, хотели сегодня затронуть вот этим визитом в Мариупольский университет? Well, it is very important for the OSCE Special Monitoring Mission to understand what the concerns and the feelings are of the population in areas affected by the conflict. Для самого ОБСЄ очень важно понимать, какие проблемы и какие чувства испытывают люди, которые проживают на территориях, на которых влияет конфликт. And it's also the students here in Mariupol, but elsewhere on both sides of the contact line, that are the future of this part of Ukraine. И кроме этого, студенты, как здесь, так и на другой стороне линии соприкосновения, являются будущим Украины. And most of us monitors, we are foreigners, we don't understand Ukraine completely. It's very important to learn from those who have lived there all their lives and probably will live their lives in Ukraine. И большинство из нас, представители СММ ОБСЕ, являются иностранцами, мы не понимаем Украину полностью, поэтому очень важно получить это понимание от тех людей, которые прожили здесь всю жизнь и, скорее всего, будут здесь проживать. So while I'm here to explain what we are doing, I'm also here to learn from the students. И я здесь нахожусь как для того, чтобы объяснить, почему мы здесь находимся, а также для того, чтобы поучиться от студентов. And I understand that their concern is that the solution to the conflict is still absent, and the sides who have agreed to end the conflict have not yet reacted. And I have heard this from many students this morning, and that is equally our concern. Я так понимаю, что студенты обеспокоены тем, что конфликт до сих пор не решен, и те, кто согласились решить этот конфликт, до сих пор не приняли никаких активных мер. По этому поводу я слышал это от многих студентов сегодня, и это также наша обеспокоенность. But I would like to make very clear that the State University here is a perfect example of how to deal with the conflict in order to continue education that is required for the next generation to be ready to continue normal life once the situation changed to the better. Но я хотела бы сказать, что Государственный университет здесь – это замечательный пример того, каким образом можно решить конфликт, продолжая образовывать людей, давать образование людям, которые затем будут продолжать нормальную жизнь, когда конфликт закончится. And the OSCE Special Monitoring Mission will continue to contribute to the normalization of the conflict, including by providing objective information that should help those who need and can and must make decisions to make those important decisions. И СММ ОБСЕ также будет продолжать делать свой вклад в нормализацию ситуации, включая предоставление информации для тех, кто могут, должны и будут делать решения для того, чтобы эта ситуация нормализовалась. Вы сказали по поводу понимания студентов, вот молодых людей, молодых украинцев. Вот хотелось бы вас спросить, удалось ли достичь понимания и какие основные вот такие темы наиболее интересные были сегодня затронуты, скажем, конкретно? Again, as I mentioned before, the main concern is the fact that the conflict continues now in its third winter. Как я уже сказал, основной обеспокоенностью является то, что конфликт сейчас зимой до сих пор продолжается. And we have been discussing the way the SMM tries to contribute to find a solution. И мы обсуждали пути, которыми которые СММ использует для внесения своего вклада в решение этого. And also we have been discussing the fact that the sides who have signed the Minsk agreements, the Russian Federation, Ukraine, and those areas currently not under government control, are far too little to bring this situation back to normality. А также мы обсуждали то, что те, кто подписал Минские соглашения, Украина, Российская Федерация и те стороны, которые сейчас не контролируются правительством, слишком мало делают для того, чтобы привести ситуацию в нормальное русло. And this is not speculation, this is a fact, and the fact can be seen in our reports that we issue every day in Ukrainian, Russian and English languages. И это не спекуляция, это факт, который является наглядным, это можно увидеть в наших отчетах, которые мы публикуем ежедневно на английском, русском и украинском языках. Вопрос, который вы сказали, ранее собеседник сообщал о увеличении миссии ОБСЕ. О каком именно увеличении идет речь? Либо численности, либо оборудования?
И, по вашему мнению, какое бы увеличение, расширение было бы самым эффективным? Earlier, Mr. Kurz was mentioning something about expansion of the OSCE mission. What kind of expansion do you think it is? Is it in human resources or in equipment? And what kind of expansion do you think would be the most efficient? We welcome the engagement of the new chairman in office, Minister Kurz. Мы приветствуем вступление в должность нового председательствующего мистера Курса. And the OSCE Special Monitoring Mission is ready to expand in terms of human resources and technology. И СММ ОБСЕ готова расширяться как в направлении человеческих ресурсов, так и оборудования. And we of course hope on the support of all 57 participating states who need to endorse such an expansion. И мы также надеемся, конечно, на поддержку всех 57 стран-членов, которые должны позволить такое расширение. But no expansion will be effective unless those who have signed Minsk, the Russian Federation, Ukraine, and those in effective control in Donetsk and Luhansk change their attitude towards the OSCE Special Monitoring Mission. Но такое расширение не будет эффективным, если те, кто подписали Минские соглашения, Украина, Российская Федерация, и те, кто сейчас находится контролирующими территории, не под контролем правительства, не изменят свое отношение к СММ ОБСЕ. Our monitors are threatened, hindered at their work, our technology is interfered with. This must stop, and we would be able to provide more effective and more information that will help those who need to make important decisions to make those based on objective information. Нашим наблюдателям угрожают, их работе мешают, и работе оборудования также мешают. Это должно прекратиться, и это поможет нам предоставлять эту важную информацию, которая помогла бы людям, принимающим решения, улучшить ситуацию. And also have to make clear that it is those who have signed Minsk, who have agreed to end the conflict, it is the task of the SMM to document and to report whether they do so or not, but it's up to those who have the command and the order, responsibility and authority to end it. Также нужно четко понимать, тем, кто подписал это Минское соглашение, что СММ ОБСЕ имеет своей задачей документировать, четко документировать то, что происходит, выполняют ли стороны то, что они подписали, но именно задачей сторон является принимать решения, тех, кто командует, выполнять эти решения в связи с той властью, которая находится у них в руках. Еще хотелось бы спросить, собственно говоря, не так давно новый председатель также заявил, вчера в СМИ была информация по поводу того, что совсем скоро миссия ОБСЕ будет осуществлять ночные дежурства. Вот. Действительно ли это так, и как скоро это можно будет реализовать, и каким образом? Also, yesterday at the chairman office, Mr. Kurz, he also mentioned that OSCE monitoring mission will be soon conducting a night operation. Is it really so, and what type of this would be effective? Once again, the OSCE Special Monitoring Mission welcomes the support, the very strong support we receive from the new chairman in office, Minister Kurz. Еще раз СММ ОБСЕ приветствует большую поддержку, которую он получает от нового председательствующего министра Курца. It is very important that the mission is being supported by the chair and all 57 participating states. Очень важно, что миссию поддерживает как председательствующие, так и все 57 стран. We are already conducting night work. In fact, most of our ceasefire violations that we do register are registered by our monitors during night time. Мы уже проводим работу ночью, и, кстати, большинство из нарушений режима прекращения огня, которые мы фиксируются нашими наблюдателями в ночное время. We are ready to expand that work also during night time. Мы готовы расширить такую ночную работу. But it's now up to those who have signed the Minsk agreements to allow this to happen. Но сейчас в руках тех, кто подписал Минские соглашения, разрешить этому случиться. And I repeat once again, it is those who have signed the Minsk agreements, the Russian Federation, Ukraine, and those in control in areas the government has no control at the moment, to stop the fighting, to withdraw weapons, and to allow civilians to go back to normal life. И я еще раз повторяю, что именно от тех, кто подписал Минские соглашения, от Украины, Российской Федерации и тех, кто контролирует сейчас территории, неконтролируемыми правительствами, зависит решение. Они должны прекратить бои, они должны отвести вооружение, они должны разрешить гражданским вернуться к нормальной жизни. And in short, while it is their task to stop the conflict, it is our task to document and record whether they do so or not.
И учитывая то, что их задача является прекратить конфликт, наша задача является документировать, делают это они или нет. Хотелось бы уточнить, вот, собственно говоря, вы говорите о том, что в принципе не против увеличения количества дежурящих в ночное время. А о каком увеличении, собственно говоря, идет речь, если анонсируется председатель? So if we are talking about continuing these night operations, and you are saying that you are willing also to expand these night operations, what kind of expansion do you mean if the chairman in office is also? First of all, what we require are the guarantees by those who hold guns on both sides of the contact line to allow this to happen. В первую очередь, что нам нужно, это гарантии от тех, кто вооружен на обе стороны линии соприкосновения, что нам разрешают это сделать. As you know, already now during daytime, our patrols can only cross a few roads along the contact line because those with guns don't allow them to patrol further. Как мы знаем, на данный момент в нашей патруле есть возможность пересекать линию соприкосновения только по нескольким дорогам, потому что в некоторых местах люди с оружием не разрешают нашим патрулям это делать. For instance, the road connecting Pikuzi, formerly Kominternovo, with Mariupol is not accessible to us. Например, дорога, которая соединяет Пикузы с Мариуполем, бывшая Коминтерново, для нас не открыта. Or the road connecting Mariupol with Novazovsk, the E58, is not accessible to us in full. Или дорога Е58, которая соединяет Мариуполь и Новоазовск, также в полной мере нам недоступна. During daytime. В дневное время. This needs to change, and once that changes, then we will be able to assess whether operating in the night will be possible. Это должно измениться, и когда это изменится, мы сможем оценить, насколько будут возможными ночные операции. So you see, it's in the hands of those who have signed Minsk more than it is in the hands of the OBSЄ Special Monitor. Поэтому вы видите, что это больше зависит от тех, кто подписал Минск, чем от самого ОБСЄ. We will continue to do our night work as we do now from our observation posts and with our technology. Мы будем продолжать проводить ночную работу в том режиме, в котором мы проводим ее сейчас, то есть через наши наблюдательные пункты и технологию. But to stop the fighting is the task of those who give orders, and that is those who have signed the Minsk agreements, who should both stop it and support it to be stopped. Но прекратить бои должны стороны, которые подписали Минские соглашения, они должны дать приказ о том, чтобы эти бои прекратились, и это только в их силах. Спасибо большое. Спасибо. Если будут еще вопросы, вы сможете их задать на пресс